Исландское чудо, вулкан Эйяфjallajökull, долина гейзеров, сборная страны по футболу, исландская экономика, отдаленный остров с 300-тысячным населением и уникальными природными ресурсами переживает удивительный экономический ренессанс. Новый круглый стол от создателей проекта «Объединяя креативность». К делу организаторы, как всегда, подошли творчески. Местом встречи в середине ноября был выбран Рейкьявик, столица Исландии, если кто запамятовал. Исландия встретила нас шквальным ветром. Примерно такой же бурей сбивала экономику страны в 2008-м. Когда разразился всемирный финансовый кризис, по Исландии он ударил чуть ли не сильнее всего. Мы никогда не были сильны в финансах, но с креативностью и культурой у нас всегда все было в порядке. На это и надо опираться, сказал после избрания в 2010-м мэр Рейкьявика. Тогда же появилось и Министерство идей, которое было задумано как интеллектуальный центр, помогающий авторам перспективных проектов находить инвесторов. Новая волна изобретательности принесла с собой новую жизнь старым проектам, новые тренды, новые компании по разработке программного обеспечения. Сейчас креативный бизнес в Исландии на подъеме. Выбор места и темы второго круглого стола в рамках проекта «Объединяя креативность» очевиден. У Исландии есть чему поучиться не только российским экспертам, но и финским и шведским партнерам. Обсуждали музыку, СМИ и новые технологии. Сегодня существует 18 игровых компаний в Исландии. Здесь представлен список. Некоторые совсем новые, некоторые постарше. В этом году было выпущено 5 новых игр. Это не такая большая индустрия, но она постоянно растет. Она очень важна для экономики Исландии. За 2008-2015 годы ее вклад составил 67 миллиардов 800 миллионов исландских крон. Я не знаю, сколько это в какой-нибудь другой валюте, но для Исландии это огромная сумма. Рост индустрии составляет 18%, что намного больше, чем средние показатели по другим отраслям. Для страны, которая так долго базировалась на природных ресурсах, на промышленности 20 века, очень сложно перейти на курс поддержания творческих индустрий. При этом Исландия и до нынешнего бума была известна не только рыбой и природой. Исландская музыка, например, сама по себе мощный бренд. Как многие знают, исландская музыка достаточно успешна, учитывая успех Suga Cubes, Björk, Of Monsters and Men и других, но также и исландские композиторы достаточно успешны. У нас есть, например, Йохан Йоханссон, который выиграл «Золотой глобус» за музыку в фильмах. И я думаю, что секрет продолжающегося успеха исландской музыки в том, что мы всегда помним, что с другой стороны есть целая музыкальная индустрия. Самая главная проблема для нас — это, конечно, то, что мы всего лишь маленький остров на севере Атлантики. Мы удалены от всех рынков. Это, в свою очередь, означает, что когда ты начинаешь новый бизнес здесь, ты должен думать о всем мире, как о потенциальном рынке. Потому что если думаешь только об исландском рынке, он слишком мал. Глобализация сегодня не просто слово, это реальность. Сегодня все и все взаимосвязано. Подобные встречи, признают участники, отличная возможность соразмерить себя, пообщаться с коллегами, которые сталкиваются с похожими проблемами, помочь друг другу в поиске решений, способствующих развитию бизнеса. Очень интересно услышать, что маленькое сообщество иногда может быть преимуществом, а не как мы всегда привыкли считать: мы маленькие, значит мы не важны. Это не так. Можно взглянуть на это по-другому. Не нужно быть большим городом или регионом, чтобы собраться вместе и создать что-нибудь, как, например, индустрия игр.
gaming industry. Если люди едут в Исландию за работой, то не карьера рыбака или металлурга привлекает их. Они хотят работать в известных IT-компаниях. Самая знаменитая, пожалуй, CCP Games. Была основана в июне 1997 года. За это время выпущено множество игр, но на первом месте по популярности стоит EVE Online. Геймеры, наслаждаясь виртуальными мирами, и не представляют, в каких условиях творят разработчики. В офисе можно жить неделями, домой ездить не обязательно, все необходимое здесь есть. Но это по случаю аврала. Обычно, чтобы не толкаться в пробках в конце рабочего дня, многие сотрудники задерживаются допоздна. График не нормирован. В любое время можно выйти на балкон, вдохнуть морского воздуха, помедитировать с чашкой кофе. Не все определяется уровнем зарплаты. В офисе царит почти семейная атмосфера. Например, есть такие знаки внимания. Каждый сотрудник, проработавший в компании 10 лет, получает меч викинга. Роскошные офисы, отличная кухня, приятный интерьер, игровая комната, площадка для коммуникации, фитнес-зал. Работа мечты. Творческая индустрия быстро растущая и все время меняющаяся. Каждый день креаторы радуют мир своими инновациями. Рождаются идеи и проекты, и при помощи уже даже для нас вполне привычных бизнес-инкубаторов. Действуют они по схожим законам, что в Швеции, что в Финляндии, что в Исландии. В творческой и культурной сферах заняты более 5% исландцев, больше, чем в рыбной промышленности и сельском хозяйстве вместе, и создают большую долю ВВП страны, чем сельское хозяйство. Но, безусловно, главной творческой индустрией за последнее время стал туризм. В Рейкьявике иностранцев больше, чем местных. С 2010-го поток туристов утроился. Сейчас на остров приезжает до 1,5 миллиона человек в год. В прошлом году туризм принес 365 миллиардов крон. Больше, чем рыба и алюминий. И составил 8% от ВВП. Круглый стол в Исландии по проекту «Объединяя креативность» начался с мультимедийных презентаций, продолжился в инновационном центре и крупнейшей компьютерной фирме, а закольцевался экскурсией по Золотому кольцу. Да, в Исландии тоже есть свое Золотое кольцо. Завершение – это просто восклицательный знак, что может быть креативнее природы. 20 минут езды от центра Рейкьявика, и вы оказываетесь вдали от городского шума, наедине с величественным ландшафтом Исландии. Исландия – страна водопадов. Самый полноводный – Гюдельфосс. Остается загадкой, почему он назван золотым. Некоторые рассказывают, что позади потока воды в скале находится вход в пещеру, полную сокровищ. Другие видят в водяных брызгах множество радуг. Национальный парк Тингветлир, исландская Мекка, располагается внутри крупной впадины земной коры, образованной на месте расхождения двух литосферных плит. На первой плите располагается Америка, на второй – Европа. Долина Хаукадалур. Символы Хаукадалур – мощные гейзеры Строккур и Гейзер, давший название всем подобным источникам, как Ксерокс копировальным машинам. Сейчас он спит, но Строккур выбрасывает струи горячей воды каждые 5-10 минут, порой несколько раз подряд, выстреливая на высоту до 20 метров. Место вывода, эпилога или постскриптума.
Исландия очень молодая, динамичная страна, и у исландцев есть желание что-то менять самим, а не ждать у моря погоды, в том числе и в творчестве. In my sort of naive, По моему наивному мнению, когда дело касается творчества, секрет успеха в том, чтобы работать. Просто много работать. it's just a lot of work.